14 грудня 2000 року був важливий день для працівників Чорнобильської станції, адже в цей день на Чорнобильську станцію приїжджав президент України, а також були прем'єр-міністри і Білорусі, і Росії. І цей день був важливий, тому що була зустріч на блочному щиті 3-го енергоблоку. І тоді цікавились питанням, чи готовий персонал і станція до остаточного закриття, яке мало відбуватись 15 числа. Тобто важлива дуже дата у нас і 14 і 15 числа. Когда тебе говорят, все, чем ты занимался столько лет, ради чего набирался опыта, строил свою карьеру, оно становится никому не нужным. И история очень простая. Я получил очень... Мне никак не верилось, что нас действительно остановят навсегда. И я, когда мы остановились, и все... Я даже здесь не остался фотографировать, потому что у меня было очень сильное эмоциональное потрясение. У меня маленькие дети на руках, и я не знал, чем я буду заниматься после остановок. Потому что все, что я знал, все, что умел, осталось до 15 декабря. И это неизвестность пугало, и я был совершенно подавлен. Поэтому окружающий мир себя воспринимал очень... поставил такую эмоциональную завесу, потому что больше уже не мог эмоций получать. Я кривить душой не буду, я не очень эмоциональный человек, и то, что это событие будет, и последний работающий блок будет остановлен, это было понятно. До этого была постанова Кабинета министров, а до этого мы в 30 ноября 1996 года остановили первый блок, и никто его там пускать не собирался. То есть, я прекрасно понимал, что это событие неизбежно. И поэтому, говорит, смирился, не смирился. Я понимал, что это будет, и, понимаете, здесь мы говорим о досрочном останове, выводе из эксплуатации, досрочной остановке, да. Но даже если не брать досрочное, то есть не брать политические решения, а просто правила, рано или поздно все равно любой объект, включая энергетический, атомный, должен быть остановлен. Конечно, было обидно, больно, что это происходит, и происходит именно с нами, именно здесь. И действительно, блок-то, в общем-то, мог бы еще и поработать, если бы была соответствующая воля нашего правительства. Раз было принято решение, не нами решение было принято, но наша задача была его выполнить. Мы его выполняли честно. На момент остановки 3-го блока я работал начальником смены 3-го блока НСБ-3. Мне было тогда, получается, 46 лет. То есть я считал себя опытным человеком, который научился безопасно эксплуатировать 3-й энергоблок. Что можно сказать? Днем остановок 3-го блока считается 15 декабря. Я этот день не считаю каким-то там символическим и какой-то вехой, потому что это была останова 3-го блока. В этот день меня не было на 3-м блоке, поскольку я был на отдыхе, межсменном отдыхе. Я сдал накануне смену, и после этой торжественной части я вечером принял смену и продолжил свою работу. Так что 15 декабря для меня этот день не имеет никакой роли с точки зрения памятного дня. Когда аппарат заглушили, это какое-то, не то что озарение, это неправильное слово, но осознание ситуации, оно пришло именно в тот момент, когда я записал последний раз цифры по отрицательной реактивности. И то, что мы делали много раз, повторяли, вдруг эта цифра для меня стала какой-то очень такой красной чертой, которая, как все говорят, какие-то события разделяют нашу жизнь до и после. Эта грань, она была в тот момент, когда я записал и поставил значок бета. И сейчас даже вспоминаю, что я уже его больше никогда не писал. Я его больше никогда не писал. Да. 15 число, 15 грудня, воно було хвилююче. Я зараз згадую, як то кажуть, мурашки бігають по спині.
це дуже хвилюючий був момент для персоналу станції взагалі. Хвилювались всі, починаючи від генерального директора, закінчуючи персоналом станції, тому що це був останній день працюючого енергоблоку і працюючої станції як такої. Тобто ми були на перехідному періоді між експлуатацією і припиненням експлуатації. Тому цей момент у мене закарбувався він назавжди в житті і був просто хвилюючим, особливим. Ну, для меня лично имеет значение очень сильное. Это вот 6 декабря. 6 декабря произошел окончательный останов 3-го блока с энергетического режима. И этот блок остановил я, моя смена. Неприятно то, что этот блок был остановлен аварийно. Ну, если вы хотите, вкратце могу описать. То есть это в 9 часов утра я принял смену, в 8 часов утра я принял смену, в 9 часов мне доложили, что обнаружено запаривание помещения. У меня было видео этого помещения. Это 617 помещение, когда я настроил, включил камеру, я увидел действительно запаривание помещений. Это помещение там, где производится регулировка расходов через технологические каналы. Оно под замком, но оператор чуть ли не по нюху определил, что там есть пар. Я увидел пар, который поступает из прохода кабелей от МИП. Я сразу понял, что это есть у нас течь первого контура, что это случай останова реактора. Проконтролировали давление в помещениях, а там ниже это уже прочно-плотный бокс, горячее помещение без доступа персонала. Там температура может достигать до 250 градусов в этом помещении. То есть что, где течь, непонятно. Но в этом помещении более сотни всяких фланцевых соединений. И я был на 99% уверен, что это течь фланцевого соединения. Там у нас есть шадры с фланцевым соединением, ЗРК, обратные клапана раздаточных групповых коллекторов. Там очень вероятно течь, но это... Вот мы остановили аварийно этот блок. Причем неприятно то, что блок был остановлен во время утреннего пика энергопотребления, поэтому мы согласовали предварительно этот вопрос с диспетчерами, непрерывной разгрузкой реактора примерно до 1000 мегаватт тепловых разгрузили плавно, и после этого только нажали ключ АЗ-5 и окончательно остановили, и приступили в режим расхолаживания блока. И практически я вот сдал смену 6-го, вот с налаженной системой расхолаживания реактора, но мы еще не знали причины смены. Вот это для меня день остался памятным. А почему памятный? Мне было очень обидно, потому что я сам и наша смена была принципиально против останова 3-го энергоблока. Мы считали на тот момент, что он соответствовал всем стандартам безопасности, мы научились его безопасно эксплуатировать. И мы даже готовили акцию неповиновения, если выйдет нашей смене остановить, мы хотели отказаться останавливать этот энергоблок. И получилось так, что я его собственноручно остановил. Это вдвойне мне очень было обидно. Реактор работал на минимально контролируемом уровне мощности, то есть на холодных параметрах, то есть это как бы, ну так, 30, по-моему, там мегаватт тепловых было, то есть чисто символически он работал, а реальный останов блока из энергетического режима, он был, если я не ошибаюсь, все-таки 20 лет прошло, 5 декабря, по другим причинам. Вот. Ну и вот, конечно, подготовка к тому, с одной стороны, надо было выполнить задачу, которую поставил президент правительства, что все-таки блок должен быть остановлен. То есть для того, чтобы он был остановлен, он должен был чуть-чуть работать. Вот. Внутренне я осознал, что мы сделали, и все, что больше я никогда не увижу блок в энергетическом режиме, это наступило у меня 7 декабря утром. Я проснулся, позвонил на блок,
что происходит к коллегам. И мне сказали, что действительно блок расхолодили, дали давление, зашли в это помещение и увидели течь. И к моему разочарованию, это была течь не по фланцевому соединению, это течь была по живому металлу, даже не по сварному соединению, по живому металлу корпуса шадр. И вот тогда у меня настало осознание, что никто нам разрешение на вывод в энергетический режим больше не даст. Потому что, чтобы устранить это замечание, нужно выгрузить все тепловыделяющие сборки, осушить КМПЦ, сделать дефектоскопию всех корпусов шадр, а это несколько месяцев в тех условиях и колоссальные затраты. Прошу генерального директора ЧАЕС доповісти про готовність остаточної зупинки третього энергоблоку Чернобыльской атомной станции. Энергоблок номер 3 Чернобыльской АЭС к окончательному останову готов. На виконання рішення України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи по остаточному виведенні з експлуатації третьего блока Чернобыльской атомной станции. Начальник смены Личищев. Произвести окончательную остановку энергоблока номер 3 Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями. Вас понял. Произвести окончательную остановку третьего блока Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями. Правильно, выполняйте. Принято. Внимание, блочный щит. Виур бортовой. Заглушить реактор ключом АЗ-5. Команду понял. Заглушить реактор ключом аварийной защиты 5. Выполняйте. Понял. Приступаю. Внимание на блочном. Приступаю к заглушению реактора ключом аварийной защиты 5. Есть режим АЗ-5. Все стержни идут в зону. Був цікавий момент тоді, коли, як то кажуть, експромт родився у начальника зміни блоку, коли він дав журнал зміни блоку Леоніду Кучмі для того, щоб він щось там написав. Таке своє, якісь свої враження. І це теж запам'яталось. Я написал, что я беру под свой личный патронат все проблемы, связанные с закрытием третьего блока Чернобыльской станции, и в первую очередь социальные проблемы. И расписался, и время поставил. І це лягло в журнал, і історично воно в журналі зафіксоване. Крім того, можна згадати ще й такі детективні моменти, як кажуть, з цим пов'язані. Тому в цей же день я, як начальник служби інформації, розумів, що історичний запис, його треба зробити на копію, тому що в подальшому ми будемо його використовувати. І відразу ж буквально в той же день я зробив копію і повернув журнал сюди на зміну до блоку. Але виявилось на другий день, що журналу вже нема. І головний інженер Юрій Нєретін попросив мене, щоб я надав йому копію з цього запису. І я кажу, слава Богу, що та копія в мене одна єдина залишилась, тому що самого журналу десь не було. І ніхто при навіть такому розслідуванні, яке зробили службовому, навіть ми до сих пір не вияснили, де той журнал. Сейчас будет странная вещь услышать человека, который всю жизнь проработал на РБМК. Но вот осознание того, что это был политический шаг, это было вызвано там различными обстоятельствами, обещаниями денежными. Но для меня вот он стал таким, что реактор РБМК – это не самая хорошая конструкция реакторной установки.
и влияние на персонал, на окружающую среду, его надежность, безопасность достаточно сомнительны были для меня. И даже несмотря на те сводные мероприятия по повышению безопасности РБМК, которые были выполнены после катастрофы 1986 года, все равно потенциальная опасность такого рода реакторных установок оставалась. И говорю, сейчас очень странно, не то что рад, но я с облегчением вздохнул, когда такой реактор в Украине был остановлен. Следующий слой, он такой для меня очень сложный, как я уже говорил, я не понимал, чем я буду заниматься, какая у меня будет деятельность. И поэтому я как бы тогда надеялся, что, вернее, что бы я поменял. Может быть, такое противоречивое, осознавая дефициты безопасности РБМК, вот мне хотелось бы, чтобы все-таки третий блок продолжал работать, чтобы мы не брали у страны деньги, а сами себя обеспечивали. Пусть бы мы его закрыли чуть позже или работали на пониженной мощности, но мы бы не были таким грузом на бюджете Украины, потому что каждый из нас платит деньги на снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Поэтому, вот, возможно, бы при всех нюансах моего отношения к РБМК, я бы, наверное, еще третий блок, мне хотелось бы, чтобы он поработал. Мы к тому времени остановили уже первый и второй блок. А вот особенно непонятна была причина остановки. Вот, например, вот возьмем Литву, Игналинская атомная станция. Ну какая причина остановки? Их в Евросоюз приняли. И мало того, что сначала приняли в Евросоюз, и они потом остановили первый блок, а через 5 лет, даже не через 5 лет, а через 8 лет второй блок. Евросоюз им выделил средства на снятие с эксплуатации в полном объеме. Прислал консультантов, которые рассказали, как нужно правильно снимать ядерные установки. То есть там был большой смысл. Почему Украина на тот момент остановила блоки? Ну, мы пишем, что проявляла какую-то добрую волю. Ну, это равносильно выстрелить себе в ногу и проявить добрую волю. Перед кем мы добрую волю и причина остановок и это проявление доброй воли для нас была неизвестной. Поэтому я до конца не был уверен. Тем более были вложены в безопасность третьего блока огромные средства, причем и международные. Первые 5 лет практически вообще ничего не делалось, ничего в плане снятия с эксплуатации. То есть не было ни программных документов, ни исполнительных документов каких-либо. То есть, ну, была некая растерянность там, проживания бюджетных средств. Вот. Мы теряли время просто в режиме остановок, судорожно создавая какие-то проекты, и такая спешка, вот, допустим, Хая-2, смена подрядчика, невозможность его лицензирования. Сейчас мы его уже строим больше 20 лет. Поэтому вот в этом плане, конечно, мне хотелось, чтобы вывод из эксплуатации был более плавным, безударным. Мы остановили блоки и ждали готовности инфраструктуры. Выяснилось, что ядерное топливо-то выгружать некуда. И ядерное топливо находится в активной зоне в третьем блоке, выгружать некуда. А что такое хранилище? Активная зона – это не хранилище для отработавшего ядерного топлива, это размножающая среда. С точки, если вы были ядерным физиком, то вы знали, что активная зона спроектирована таким образом, что там максимальные условия создаются для самоподдерживающей цепной реакции. Это не хранилище. Так вот, до 2005 года мы топливо хранили в активной зоне. Соответственно, все системы безопасности находились в работе. Весь персонал был на местах, потому что реактор фактически это был в режиме остановок. Он в любой момент, его можно было вывести на мощность. Вот для выгрузки ядерного топлива нам понадобилось 15 лет. Это несерьезно. То есть, если бы была готовность инфраструктуры, было хранилище, куда можно было вывести, персонал бы все это сделал, освободил все 3 блока от ядерного топлива в течение 2 лет. Все. Создание определенного
фонда, который бы не тратился там, а использовался действительно на цели снятия с эксплуатации, это было бы и разумнее, и выгоднее, и как-то я не очень большой спец в экономике, но РБМК – это один из самых электроэнергии, производимая РБМК, одна из самых дешевых, низкообогащенное топливо, одноконтурная схема. Вот. Поэтому мы бы были очень прибыльным предприятием. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы реактор доработал до своего проектного срока, а потом начался тихий, спокойный процесс вывода из эксплуатации. У нас есть понимание, что нужно делать, как это нужно делать. Сейчас проблема в том, что где найти финансы для того, чтобы обеспечить эти работы. Потому что мы сейчас тоже длительное время находимся в стадии хронического недофинансирования. Это плохо. Вот для аналогии, вот, чтобы люди простые понимали, мы находимся, вот взяли кредит, а отдаем только проценты, тело кредита не гасим. То есть вот мы сейчас, можно сказать, вот близко к этой стадии находимся. У нас средства есть на то, чтобы содержать площадку, персонал, обеспечивать необходимый уровень безопасности, но мы не движемся, медленно движемся вперед, поскольку сами работы нужно масштабные выполнять, они дорогостоящие. Снимается с эксплуатации, это первый, второй, третий энергоблоки. Помимо них на площадке существует объект укрытия, сейчас на сегодняшний день это уже комплекс, новый безопасный конфайнмент, объект укрытия. Вот. Существует, работает завод по переработке жидких радиоактивных отходов, твердых радиоактивных отходов. Хранилища сухого типа уже, в общем-то, прошли мы горячие испытания. То есть это уже ряд объектов. То есть вот трансформация станций. То есть если до 2000 года это был, это атомная электрическая станция, целью которой было производство электроэнергии, и все было направлено на это, то вот за эти 20 лет, то есть мы фактически уже комплекс, и даже, в первую очередь, это снятие с эксплуатации блоков, но сюда уже добавляется и эксплуатация объекта укрытия комплекса нового безопасного конфайнмента. Я думаю, что все-таки мы перейдем к второму пусковому комплексу, то есть это демонтаж нестабильных строительных конструкций, потом, так называемый ранний демонтаж, потом отложенный демонтаж, то есть это вторая задача по преобразованию объекта укрытия в экологически безопасную систему, то есть это на перспективу. Вот, это переработка обращения с радиоактивными отходами, это и жидкие, и твердые. В первую очередь, конечно, в рамках снятия с эксплуатации то, что накоплено на площадке станции, но и уже всерьез рассматриваются вопросы, и вопросы задаются, то есть мы готовим соответствующие обоснования, предложения в части обращения с радиоактивными отходами по зоне отчуждения, предприятий зоны отчуждения. Вот. Конечно, те мощности, которые есть у нас, они все-таки
были спроектированы, построены под наши потребности, но никто, в общем-то, не мешает рассматривать, во всяком случае, вопросы на будущее. То есть это уже ну, не столько энергетический объект, сколько комплекс, в общем-то, в первую очередь, по обращению с отработавшим ядерным топливом, с радиоактивными отходами, как жидкими, так и твердыми. Ну, вот, если понятным языком попробовал объяснить. То есть, как бы я не упирался бы, вообще мне не нравится понятие закрытия станции. Вот, мне вот лично оно режет ухо. 15 декабря был остановлен последний работающий энергоблок. То есть он перестал вырабатывать электроэнергию. Станция, пусть она сейчас державное специализированное предприятие, вот, но это все равно Чернобыльская атомная электростанция, она работает. И на ней работают люди, и достаточно много. Задачи изменились, да, и это нормально. Хорошая такая ассоциация у меня — это такой вечер. То есть заходит солнце, люди готовятся ко сну. Как я уже говорил, 20 лет после остановы, как день пролетели, а 10 лет на вывоз ядерного топлива из Хаят-1 пролетят как миг. И мне бы не хотелось, чтобы потом наступила долгая ночь. Наша перспектива сейчас — это демонтаж нестабильной конструкции объекта укрытия, соответственно, создание какого-то фонда по финансированию этой деятельности, привлечение мирового сообщества, создание целой инфраструктуры, которая была бы задействована. И тогда это даст и жизнь, и перспективу площадки работникам, которые будут на этой площадке работать, городу Славутичу в том числе. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы сами сейчас, то есть персонал станции, собственными силами начали ведение таких работ. Мне кажется, это так привлечет внимание мирового сообщества, что нас обязательно должны поддержать будут. Украина опять не может остаться вечно-вечно с такой проблемой, как демонтаж объекта укрытия или саркофага, как его любят называть журналисты. До 2028 года здесь активная деятельность. Мы должны все 3 реактора законсервировать, создать зоны консервации, реконструкции шатров реакторов, создать барьеры безопасности, зоны контроля за нераспространением радиоактивных веществ. После этого блоки переходят в режим такой пассивный, где отсутствует на блоках самих деятельность, пассивно, с минимальным потреблением ресурсов. Это этап длительной выдержки. Но, казалось бы, то есть мы должны на нет уходить, наша деятельность, но на самом деле у нас параллельно производится деятельность по преобразованию объекта укрытия и будет функционировать инфраструктура по обращению с радиоактивными отходами. Ведь у нас накоплено за период эксплуатации огромное количество радиоактивных отходов. Это 2500 кубических метров твердых отходов, это около 20 тысяч кубических метров жидких радиоактивных отходов, для которых построены заводы, и в течение 20-30 лет мы должны все это переработать. Это я не считаю объемы, которые будут образовываться в результате снятия с эксплуатации и преобразования объекта укрытия. Плюс мы сформулировали конечную цель снятия с эксплуатации. Это очень важно, куда мы движемся. Мы сформулировали как создание на площадке Чернобыльской атомной станции промышленной развитой площадки интегрированной ядерной отрасли Украины. Это говорит о том, что мы претендуем на то, что мы можем в будущем снимать с эксплуатации действующие атомные станции Украины. По нашим планам, что касается снятия с эксплуатации, к 1964 году здесь должно быть так называемое бурое пятно. Вот, то есть по максимуму выполнен демонтаж всего, что находится на блоках. Ну, не буду я вам цитировать определение, исправил. Это касается блоков, плюс зданий и сооружений, связанных с энергоблоками. Ну, допустим, та же там ПРК, там еще ряд зданий. Вот мы и сейчас над этим работаем. Вот. Что касается Хаят-2 и новый безопасный конфайнмент здесь на 100 лет. Перевозка топлива — это где-то по самым таким оптимистичным прогнозам лет 10, не меньше 10 лет, это с Хаята-1, Хаят-2. Переработка твердых РАО — это тоже где-то там в диапазоне от 20-25 лет. То есть, если взять все объемы жидких РАО, твердых, то есть
Ну, от 20 до 30 лет. По новому безопасному конфайнменту я сказал, то есть, в принципе, задачу дальнейших работ по демонтажу нестабильных конструкций, вернее, демонтаж нестабильных конструкций – это наша обязанность, потому что то, что было выполнено в 2008 году, стабилизация стабилизационной работы, это всего лишь позволило на 15 лет нам застабилизировать, а 23-й год, сами понимаете, это послезавтра. Вот. То есть тут тоже большой кусок работы. Ну, дальше загадывать сложно, наверное. То есть вот это ближайшая перспектива, то, что мы должны делать. Вот. Плюс те наши предложения, чтобы как-то на базе площадки Чернобыльской станции, то есть развивать эту тему, в первую очередь обращение с РАО, снятие с эксплуатации. То есть мы можем помочь спланировать процесс снятия с эксплуатации, разработать проекты снятия с эксплуатации, обосновать безопасность этих проектов, плюс помочь спланировать необходимую инфраструктуру, а также обеспечить переучивание персонала, масштабная такая переквалификация персонала, который будет высвобождаться во время останова блоков на нужды снятия с эксплуатации. Я всегда, когда общаюсь со своими коллегами, там, ну, в первую очередь из других станций Украины, на Экэнергоатом, в рамках Совета главных инженеров, я всегда им напоминаю: коллеги, ну, понятно, что вы сейчас работаете над продлением ресурса блоков, это нормально, если это все обосновано, запас есть, да, это хорошо. Но не забывайте, что рано или поздно ресурс закончится, и вы все равно придете в эту точку, в которой мы находимся. Не забывайте об этом. У нас гигантский опыт обращения с радиоактивными отходами. Причем с удивительной спецификой — это наличие в них трансурановых элементов. То есть вся цепочка по формированию упаковок, характеризации, транспортировке и дальнейшего обращения, подготовки к окончательному захоронению, это такого опыта нет ни у кого. Еще бы я отметил великий опыт – это индивидуально-дозиметрического контроля, включая как внешнее, так и внутреннее облучение. Могу гордиться персоналом своего цеха радиационной безопасности, который на протяжении всех этих лет после останова при выполнении иногда настолько сложных в радиационном плане работ, это и стабилизация, создание НБК, торцевые стены, демонтаж ВТ-2, можно долго рассказывать, но мы всегда находились в правовом поле, у нас не появилось новых ликвидаторов, и сохранение жизни и здоровья, как бы это пафосно ни звучало, такая задача была выполнена. В этом плане вот дозиметрия, повторюсь, как внешнее, так и внутреннее облучение, это тоже наш сильный конек. И третий, наверное, момент, это у нас хорошая система накопления опыта. То есть создание такой структуры, когда знания систематизируются, они хранятся, и в любой момент можно ими воспользоваться. Это очень важно, потому что иногда найти чертежи какой-либо установки, это принципиально для того, чтобы оптимизировать и затраты, и индивидуальные дозы облучения, и количество персонала. Накопление и сохранение знаний, то, что называется continuous knowledge, это принципиальный момент в обеспечении безопасности любых процессов, не только работ по снятию эксплуатации. Такой опыт пригодится не только на ядерных установках или радиационно опасных объектах, это можно использовать везде.